Приветствую всех любителей биатлона, с вами Биатлон 1. Мы смотрим спринт, мужской спринт, 10 километров, рукольдинг мужчины. Ставку не брал, потому что ничего интересного пока нету. Посмотрим. Так, пошла ли трансляция, сейчас глянем. Да, трансляция пошла. Напоминаю, смотреть онлайн можно по ссылке. Здесь трансляция не будет. В чате есть ссылка на официальную трансляцию IBU. Так, Синапов уйдет первым, за ним Расторгуев, Барковский 14-й, Строля 16-й, Мандзин 24-й, Киреев, Казахстан 31-й, Биркентал 63-й, Дудченко 70-й, Педручный 77-й, Лисюк 80-й, Байер Кирилл уйдет 100-м и Мухин 105-м. Интересно, что есть китайцы, есть корейцы. Так, кто еще у нас из эксклюзивов есть здесь? Ну, таких больше эксклюзивчиков и нету. Вчера был спринт. Вчера был женский спринт. Очень хорошо девушки стреляли. Выиграла Ханна Эберг, старшая из сестер. На втором месте в спринте была Лужин Манон, третьим Лиза Витоция, Эльвире Эберг чуть-чуть не хватило, стала четвертой, Франциска Пройс пятая, Минкинин шестая. В целом там идеально работали. Брыза Буше классную скорость показала, 2 штрафных круга и осталось даже в 8. Если бы стреляла с одним штрафным, наверное, была бы в 3. Очень высокую скорость показала вчера француженка. 33 человека, как всегда говорим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. У нас до старта буквально минутка. Буквально 1 минута до старта. В целом на пристрелке все классно стреляли. Ассаламу алейкум, брат. Казахстанцы есть, кроме Киреева? Конечно, есть, я уже сказал. Про представителей сборной Казахстана. Есть Байер Кирилл. Сейчас еще и Киреев 31-й. Байер 100-й и Мухин 105-й. 3 казаха. Казахстанца, да, наверное, правильнее будет сказать. 3 казахстанца. 4 лайка. Нормально идем. Ну все, Синапов уже готов стартовать. Буквально 20 секундочек. Прекрасная погода, ветра практически нет. Около нуля температура. Снег -3, то есть трасса довольно плотная, скоростная. Проблем, я думаю, у биатлонистов не будет. Это не Оберхоф. Это Рупольтинг, это недалеко не Оберхоф. 3-4 человека на трансляции. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Большое количество норвежских болельщиков. Естественно, немецких. Много детей. Прекрасная погода. Отличнейшая погода в Германии. Что у нас сейчас по погоде? ВЗ. Да, 0. Минус 1,6. Снег 3,8. Синапов стартует. Ну, я думаю, что первой тройки тут по-любому нужно работать 2 огневых рубежа. Все 2 огневых рубежа именно на 0. Погода идеальная, стрелять нужно по-любому идеально. По-другому здесь, я думаю, что и представителям сборной Украины и Латвии, чтобы бороться за что-то, что-то это у нас хотя бы десятка какая-то, да, то это нужно стрелять идеально. Андерс Расторгуевс. Пока не самый лучший сезон у Андерса. Посмотрим, может что-то получится. Третьим Эммануэль Клод, дальше Синапов, Видмар, Фомин.
сборной Литвы. Первый представитель Украины Барковский уйдет 14-м. Пока у Барковского скорость была на лыжне просто ужасающая. Очень медленно Барковский шел. Ну, посмотрим. 71 человек на трансляции. Спасибо, что лайкаете. Спасибо, что подписываетесь на канал. Фомин также уходит. Пратшер, Кехова. Норвежцы возвратились после болезни. Ларвейт идет 50-м. Ларвейт идет 50-м. Боттон. Так, а где Боттон у нас? Кристиансен 52-й. Далее 64-й. Ну и не вижу Боттона. Боттон что, не стартует? Да, наверное, Аспинсу дали пробежать. 12-й стартовый номер, Боттон вроде как не стартует. Прей 28-й. Боттон, наверное, продолжает болеть. Удал 48-й. Кристиансен 52-й. Далее 64-й. Всем лайков, 70 человек. Денис Изотов, добрый вечер. Скажите, с экрана можно убрать то, что в левой стороне экрана? Нет. У нас трансляции нету. У нас нету трансляции. Трансляции запрещены. Переходите по ссылке, смотрите трансляцию. Слева это CV-дата. Мы узнаем первее информацию, нежели это есть на экранах видеотрансляции, либо по телевизору. Это не трансляция гонки. Ее здесь не будет. Ссылка есть в первом комментарии. Там есть ссылка на трансляцию. Смотрите. Здесь никакой трансляции нет. На ютубе запрещены трансляции. Просто запрещены. Поэтому не понимаю. Да, иногда не банят, некоторые пытаются транслировать, но в итоге через неделю все равно будет забанено и канал, и тот, кто транслирует. Так, Синапов уже отметился на отметке 2.0, 4.17 время болгарина. 121 человек на трансляции. Спасибо, что подписываетесь, что лайкаете. Напоминаю, ссылка на трансляцию. Давайте я закреплю, наверное, в закрепленном будет комментарии к чату. Да, закрепленные комментарии в чате. Там ссылка на трансляцию. На официальный сайт IBU. 11 лайков, круто. Расторгуев перехватывает лидерство 4.10, 7 секунд по сравнению с болгарином. Но Расторгуев все нормальная скорость, как всегда. Вопросы будут по стрельбе. Клод также перехватывает лидерство 4.03. Барковский стартует через 1,5 минуты. За ним Магазеев. И за ним Строля. У Строля неплохой сезон этот. Наверное, лучше для Строли сезон. По сути, в индивидуалке был 14-м. В новом... Хотя в прошлом году тоже... Нет, не был, кстати, лучшее место. Был 15... 18-м в Контиолахте. Не был, наверное, да, лучшее место все-таки. Хотя спринт Оберхофа провалил Строля. Синапов уже на отметке 2.6. Вас как зовут? Комментирует, кто, если не секрет, по имени можно узнать? Иван меня зовут. Иван Иванович меня зовут.
113 человек на трансляции. Ну что, посмотрим в первую очередь, наверное, за Мандином, да, как подходит Мандин к Олимпиаде. На Подручного посмотрим. Дудченко, я не думаю, что высокие результаты покажет, но также посмотрим. Пока у Дудченко этот сезон такой себе. Вкатка, вкатка, вкатка. Интересно посмотреть снова на немцев. И, ну, шведы понятно. Шведы понятно, Самуэльсон. Кстати, Самуэльсон может здесь побороться за основную медаль, потому что, в принципе, как и Мартин Панцелома, в принципе, ветра нет. Идеальное условие для стрельбы. Посмотрим, сможет ли Панцелома тот же идеально отработать. Самуэльсон, скорее всего, да, вот Панцелома вряд ли. Томазо Гиакамель интересно посмотреть. Филон Майе также набирает обороты. Посмотрим. В целом все подводятся к Олимпиаде. И вот это у нас предолимпиадный этап. Еще будет с 19 по 25 в новое место проходить один этап. И следующий уже олимпийский 6 февраля по 23. Филон Майе, кстати, уйдет 56-м. Расторгуев на огневом рубеже. Долго готовится к первому выстрелу. Синапов 2 штрафных круга. Расторгуев сработает 2 из 2 пока. Расторгуев сработает 2 из 2. Отработал чисто Андерс и убежал. Будет первым, наверное, все-таки. Ну да, первым. Впереди только болгарин, который еще на штрафных кругах. Лукас Хофер неплохой старт. В целом нет четверки мужской хорошей, но на предпоследней эстафете в Оберхофе показали классную гонку. Стали четвертыми, чуть-чуть не хватило. Хотя здесь в Рупольдинге провалили. 9-е только итальянцы были. В целом дома, я думаю, могут побороться за места на пьедестале. Расторгуюсь. Там Эммануэль Клод захватывает лидерство. Также отработал француз с нулем. 7.57 время Эммануэля. А Расторгуюсь там 80-х проигрывает. Барковский. Смотрим разгон Барковского. В целом первый круг у Барковского был всегда неплохой. А дальше какие-то провалы. Жесткие провалы. Ногами. 1,5 минуты до старта Виталия Мандзина. 5 минут до старта Киреева Владислава из сборной Казахстана. Уроженца Караганды. Антонина Левушкина. Удачи всем украинцам, в том числе почему-то не видно стрельбу. Здесь вообще нет никакой трансляции. Это запись на экране, просто пристрелки. Здесь не будет никакой трансляции. Трансляции запрещены на ютубе авторским правом. Здесь просто информация с Севидаты. Если хотите посмотреть трансляцию, в закрепленном комментарии есть ссылка на трансляцию на официальный сайт IBU. Там можно посмотреть в режиме без комментатора, а также с английскими комментаторами. Пратчер, молодой немец, 1 штрафной круг. Галица, кстати, поляк, 3 штрафных круга схватил. Видмар на круге. Пока идеально отработали на огневых рубежах только Расторгуев и Клод. Ну, понятно, что тут лидеров еще далеко и нет. Любовь Амбросова. А здесь и нету стрельбы, только комментарий. Да, здесь только комментарий. Переходите по ссылке в чате. Там есть чатик, где можно смотреть трансляцию, если вы хотите смотреть трансляцию. Здесь трансляции не будет и не бывает. И не бывает.
Так, спасибо за подписку. Николай Шолохов подписался на нас. Приветствуем Николая. Так, ну что, Барковский на отметке 2:0, 7 секунд проигрывает. В целом неплохой старт для молодого украинца, но обратно же повторюсь, первый круг у Барковского всегда неплохой, дальше бывают проблемы. Виталий Мандин также ждем на отметке 2:0, уже стартанул. Стартанул Виталик, уроженец Тернополя, студент, комсомолец, спортсмен. Шутка про комсомольца неудачная. Бранд пришел с лучшим временем на первый огневой рубеж. Так, уже у нас на трассе 25 биатлонистов. Сейчас уйдет Зобель, дальше Фрей, Карлик, Симон Эдер и Киреев. Владислав Киреев, сборная Казахстана. Ну и, наверное, 44-й позиции. Тут начинаются уже довольно быстрые биатлонисты. Самуэльсон, Кэмпбелл Райт, Удал, Лагрейт, 50-м Кристенсен, Геокемель 54-й, Филон Майе 56-й, Перо, Эрик Перо 58-й, Панселома 60-й. Интересно посмотреть, отработает Панселома или нет. Все два огневых рубежах чисто при идеальных погодных условиях. Идеальнее, наверное, не будут. На Олимпийских играх точно. Аспинас молодой норвежец уйдет на штрафной круг. В целом довольно не быстро прошел первый круг, еще и схватил и штрафной круг. Виктор Кирьянов, спасибо также за подписку. Спасибо, что подписываетесь. Напоминаю, трансляции здесь не будет. Трансляции можно посмотреть на официальном сайте IBU. Трансляции на YouTube запрещены, к сожалению. Я бы с удовольствием с вами посмотрел трансляцию и вам бы показал, но нет. Барковский пришел на первый огневой рубеж. 14 стартовый номер. Долго готовится к первому выстрелу. Закрывает первую мишень. Вторую мишень. Медленно стреляет Барковский. Третью не закрыл. Будет штрафной круг у молодого украинца. Да, 4 закрыл. Третью промазал. Расторгуев захватывает лидерство на отметке 5:9, но дальше за ним Клод идет. И Клод, кстати, проигрывал 0,2. А Расторгуев побыстрее шел Клода на втором круге. Посмотрим. Магазеев много проигрывает, 25 секунд на входе на огневой рубеж. Барковский... еще не ушел. Еще на штрафном круге Барковский. Ждем на отметке 2:0 Мандина. И стартует буквально через 10 секунд Киреев. Владислав Киреев, один из лучших биатлонистов Казахстана здесь сейчас. Пока у Казахстана, конечно, проблемы, но у девушек большие проблемы. Магазеев отработал идеально, но скорость у Магазеева слабенькие у Павла. Уроженец Чувашии, города Цивильска. Сейчас выступающий за сборную Молдовы. Да, Клод уже проигрывает 3 секунды Расторгуев. Все хорошая у латвийца скорость. Но по отношению к первым стартовавшим, дальше, конечно, лидеры будут побыстрее, наверное, все это проходить. Мандин на отметке 2:0 6 секунд уступает лидеру. Ну, слабоватый, наверное, старт. Хотелось бы поменьше. Строля. Как отработает Строля? Строля с одним штрафным кругом. Спринт в Оберхофе провалил Строля. Был сотым, 7 штрафных кругов настрелял. Что-то было, наверное, с винтовкой не так. И на второй огневой рубеж Расторгуев. Расторгуев схватил штрафной круг.
К сожалению, будет 0+1. Не думаю, что поборется. Клод, кстати, также схватил. Первым не закрывает француз. Не думаю, что Расторгуев будет бороться за медали, за цветы или за что-то. В лучшем случае 20-е, наверное, место какое-то. За 20-ку. А может быть и меньше. Может быть даже за 30-ку. За очки, да, не более того. За очки, да, но не более того. Барковский, я уже сказал, с штрафным одним кругом. Ждем Мандина. Так, сейчас Рунулс, канадец, идет. Далее Фабьен Клод, старший из братьев. Расторгуев все-таки, да. Первый на выходе с огневого рубежа, второго 16-12 время. Питание Ивановна, чему такая инфографика? А какая она? Всегда ж такая была. Или немножко другая сегодня? Да, ну-ка я гляну. Это, наверное, Севидата немножко поменялась, да? Да, это в Севидате настройки такие. Ну, по-другому я, наверное, никак и не сделаю. Может, попробую на завтра сделать, но вот такая графика сегодня. Другой никак не сделаю. Это вкладка Stading, она вот такая сегодня. Витание, Светлана. Другой нам не дадут, да, сегодня? Ну да, Stading такой, именно со стрельбой. И убрать ее настроить, наверное, не получится. Сейчас я у себя на другом мониторе пересмотрю, но, по-моему, нет. Прям с временными отметками. Мандин пришел на первый огневой рубеж. К сожалению, штрафной круг хватает. Виталик также третьим не закрыл, как Барковский. На входе на огневой рубеж отыграл Мандин. Отставание было 4-1. В целом неплохо первый круг прошел. В целом неплохо прошел, но Фомин 1+1. Лукас Хофер на разгоне 4,9. Ну, в принципе, Мандин в одни ноги с Хофером. Это неплохо. Неплохая скорость. Стартуют Шон Доерти, дальше Ломбардо, Лив и Самуэльсон. И Самуэльсон. 8 человек на трансляции, 20 лайков. Спасибо, что лайкаете. Спасибо, что лайкаете. Небольшой перерывчик. Интересно, как шведы сегодня отстреляются. Очень прям интересно. Виталика Мадзина, кстати, крупно показали нам. Крупным планом. Напоминаю, трансляцию можно смотреть по ссылке, которая в закрепленном комментарии. Фратшер 1+1. И после второго огневого рубежа Расторгуев продолжает лидировать. Молодой норвежец Фрей пришел. Отставание 8,3 ногами. Эммануэль Клод, кстати, 2 штрафных круга схватил. Брант 1+1. Галец отработал 3+0. Синапов 2+2. Пока все 2 огневых рубежа идеально никто не пробежал. А там уже отметилось 10 биатлонистов. На выходе со второго огневого рубежа.
Аспинс также. Также штрафной круг будет и на стойке у норвежца. Самуэльсон уже на трассе. В целом на пристрелке идеально стреляли практически все. Я смотрел мишени, там прям ложили точка в точку. Здесь же пока нет. Здесь же пока два огневых рубежа никто идеально не отработал. Симон Эдер, ветеран сборной Австрии, на первом огневом рубеже для себя. Быстро стреляет, как всегда. Симон, один из самых скорострельных биатлонистов мира. Четвертым не закрыл. Уйдет на штрафной круг. Барковский на втором огневом рубеже. Напоминаю, как и Киреев, кстати, из Казахстана. Барковским первым же не закрывает. Будет штрафной круг у украинца. Киреев долго готовится к стрельбе. Последним закрыл. 4 закрыл, первую не закрыл Барковский. 1+1 у Богдана. В целом у него 72. Лёшка хуже, чем Стойко. Очень странно. У Барковского. Магазеев пришел с нулем, был на первом этапе. Посмотрим, может идеально отработает и первым закроет все мишени. 2 из 2. Магазеев. 3 из 3. Коли точка в точку, нудно. Да. Нужно, наверное, да? Строли также 1+1, но хороший разгон у Строли. 4,5 секунды проигрывал на входе на огневой рубеж. Барковский 1+1, 41 секунда отставания Барковского. Слабенький второй круг был от Барковского. Слабенький. Ну и третий, наверное, будет еще слабее. А Расторгуев по-прежнему идет первым. И уже на финише 23-28 время представителя сборной Латвии. Не знаю, капитан Андерс, не капитан, наверное, все-таки капитан. Наверное, все-таки капитан. Кстати, я хотел сегодня попробовать запустить на Твиче. Возможно, на Твиче будет. Да, но уже под концовку. Ладно, оставим. Оставим Twitch. Эксперт Неллин отработал чисто. У Неллина, как всегда, Неллин был снайпером, а в этом сезоне что-то со стрельбой у Неллина не очень хорошо. С другой стороны, неплохо стал бежать Неллин. Це ви не бачили эстафету украинца? Бачил, поэтому я говорю, что ногами там... Я смотрел на работе, все гонки смотрел. Там ужасный ход был ногами по минуте на кругу там. Эстафета, конечно, Рупольдинская, наверное, самая провальная, получается. 17-я позиция была. У сборной Украины это, да. Там Лисюк пришел, почти 2 минуты привез. Дальше Мандин немножко, там, полминутки проиграл. Дальше Барковский и Подручный. Но там Лисюк много привез с первого же этапа. И все очень плохо было. Да, я смотрел на работе. То, что я не транслирую, это не значит, что я не смотрю. Я вчера и женский спринт смотрел, и все остальное я смотрю. Да. Ну, 17-я позиция, это позор. Я не помню, когда последний раз в сборной Украины 17-я позиция. Было ли вообще 17-я позиция? Надо по истории, конечно, было бы посмотреть. Сейчас я гляну, кстати, когда было последний раз 17-я. Ну, 4... ну была в Рупольдинге в 23-м году. 18-я была. Но не... Такое себе. В Оберхофе в 18-м было 22-е. Но это какие годы мы смотрим?
А так всегда ждали же сборную Украины всегда в шестерке. Всегда боролись за цветы, как минимум. Франчер, кстати, немец на финише отработал очень быстро. И первый Погар Старгуевс проиграл 6 секунд. Самуэльсон первый на разгоне. 3:52 время Самуэльсона. Лидер. Хофер, кстати, отработал 0+0 и лидер после второго огневого рубежа. Корочмар 4 секунды проигрывает чех. Вот пошли. Биатлонисты, которые отработали идеально на всех огневых рубежах. Напомню, вчера у девушки великолепно стреляли, и там большое количество девушек идеально работало на огневых рубежах. Показывают финиш немца нам. Это был позор. Хофер. В принципе, Хофер может выложиться на последнем круге, может побороться за десятку-то точно. Ломбардо схватил круг. Так, кто у нас здесь стартовал? Уже 57-й. Сейчас Браухофер ушел и Эрик Перо через 20 секунд. Через 20 секунд стартует Эрик Перо. Кехва на финише 6-й. Эстонец. Барковский отставание 52 секунды на отметке 8,7. Пока 11-я промежуточная позиция. Пасют не уверен, что отберется Барковский, хотя возможно. Возможно. Фрей, норвежец, также может идеально работать. Перед вторым огневым рубежом заходил лидером 28-й стартовый номер. И на стойке отработал чисто Фрей. Самуэльсон с отставанием 2,6 зашел на первый огневой рубеж. Отработал Самуэльсон чисто. И быстро довольно стрелял. Может быть лидером после первого огневого рубежа. Пока Фрей там после второго. Сейчас смотрим Самуэльсона. Самуэльсон первый, да, 7:39 время Самуэльсона. Но он первый из таких лидеров идет. Остальные все позади. Кампбелл Врайт зашел с 10-секундным отставанием. Хофер, Чмар. Зобель, кстати, также отработал идеально. Крачмар на отметке 8,7 пока быстрее Хофера. Крачмар 20 идет, знает время Хофера. Но обратно же, наверное, все-таки борются они в лучшем случае за десятку. В лучшем случае. 62-й стартовый номер Навруту идет. Жаклен 66-м. Дученко 70-м. Подручного посадили далековато почему-то. 77-й стартовый номер капитана сборной Украины. Не знаю, с чем это связано. Не знаю, с чем это связано. «20 лайков у нас на трансляции. Показывают Мартина Панселому, 60-й стартовый номер. Интересно стоечку посмотреть Панселома. При идеальных ветровых и погодных условиях солнышка, ветра практически нет. 26 лайков у нас, класс. Строли по итогу классную гонку провел, вернее ногами провел классную. Пока первый Строли, несмотря на 2 штрафных круга. На первом и втором огневых рубежах по одному промаху было у лидера сборной Литвы. Но классный ход показал Строля. Пошел Бранта на финише. У Бранта второй 6,2 отставание. Там идет Крачмара Хофер. Гякамель на разгоне на отметке 2,0 проигрывает Томазо 3,5 секунды.
3-5 секунды проигрывает. Хиндесал отработал 0+1. Как-то нормально Фин вроде стартанул, а сейчас как-то не видно, не попадает. В Астерсунде был 17-м, потом в спринте был 8-м, в индивидуалке 24-м. Ван Си был 14-м, по сути 11-м, а Оберхоф провалил спринт 56-й. Посмотрим. Пока не все хорошо у мужской сборной Финляндии. Фрей, да, Фрей идет первым после второго огневого рубежа. 15:35. Время молодого норвежца. Киреев. Киреев 0+0. Идеально отработал казахстанец на двух огневых рубежах, но скорость 56 секунд отставания много. Ходок нету, к сожалению. Идет пока на промежуточная 17-я позиция, но в лучшем случае в 30-ке вряд ли останется. И по временным отсечкам Киреев проигрывает. По сути, я думаю, что будет. По сути, я думаю, что будет, не более того. Какие-то очки заработает. Стрелов стартует, дальше Усов и Дученко. Дученко был в спринте Восла. Ну не был, да? Ван Си был 67-м. И больше не бегал в этом сезоне. В Астерсунде был 12-м. Вместе с сборной. Не знаю, возможно, болел Дученко, не следил за ним. Хотя бы в 40 попал. Ну, возможно. Возможно. Но обратно же стреляют. Здесь все хорошо на этом этапе. Поэтому очень важна как скорость, так и обязательно на 0. За что, если хочешь за что-то бороться, тут по-любому нужно стрелять на 0. Без нулей тут никак. В принципе, он базу 0+0 выполнил. Дальше покажет только трасса. На трассе не очень хорош. Трасса быстрая. Холодная, быстрая, укатанная. -4, -3,8 трасса. Холоднее, нежели температура на дворе. Около нуля, кстати, в Оберхофе. Гекамель с одним штрафным кругом не удалось отстреляться чисто итальянцу. 16:8 отставания. 16:8 отставания от Самуэльсона. Филон пришел. Филон 4 из 4. 5 из 5. Филон будет в тройке, наверное. На финише первый Зобель пока. 22:41. Чисто отстрелялся немец. Но за ним идет Фрей. Исаак Фрей. Скорее всего, Исаак будет быстрее все-таки немца. Побыстрее немца. Мандин на финише минуту проиграл. Пока промежуточная 10-я позиция Виталия. Пасют, я думаю, что отобрался. Не более того. В целом скорость, ну неплохая у Мандина была скорость. Работай на 0. Мог побороться, не знаю. За десятку, наверное. Наверное, только за десятку. 73-й Шамаев уйдет. Дальше Стефансен Сталдер. И 77-й Дмитро Педручный. Посмотрим на Педручного. Посмотрим на Педручного и ждем Дученко. Дученко уже на трассе. Смотрим за разгоном Антона. Пока еще нету на отметке 2:0.
Да, Фрей отодвигает. Отодвигает преследователей. Фрей пока первый. За ним Зобель. Третий Хофер. У Хофера как-то скорость не очень. 27 секунд норвежцу ногами. Проиграл практически во время Крчмара. Крчмар четвертый пока на финише. Строля пятый. Строля 45 секунд проиграл, но у Строля 2 штрафных круга. Андерс Расторгуевс пока 10 с минутой отставания. Киреев на отметке 8,7 уже минуту 0,8. Еще больше проигрывает, пока идет не очень хорошо. Барковский пока на финише 19 минута 45 отставания, 2 штрафных круга. Не последний, но нужно ногами работать. Так, и у нас Самуэльсон отработал на втором огневом рубеже. Чисто лидер промежуточный. Промежуточный лидер. Кэмпбелл Райт неплохо шел, но на стойке схватил 2 штрафных круга как минимум. 3 штрафных круга у американца. 4 в молоко расстрелял и ушел Кэмпбелл на 4 штрафных круга. В целом этот сезон пока с оценкой минус для Кэмпбелла. Пока с оценкой минус для Кэмпбелла Райта. В прошлом году были получше результаты у американца. Наврат отработал чисто 8,5 отставания. Борется за тройку. Подручного также ждем на разгоне. Дученко еще также 2 километра не пробежал. Эдер отработал 1+0, минута 13 отставания, промежуточная 11 позиция, подвинул Мандина на 12 позицию. Ветераны Австрии, из Австрии. Гекамель на отметке 15,3 не отыгрывает практически у Самуэльсона. 16 секунд было, 16,8, по-моему, стало 16,3. В одни ноги Самуэльсоном идет. Плюс Самуэльсон отработал идеально второй огневой рубеж. Заявка на победу. Так, что-то я упустил Перо. Эрика Перо. Клод, а где Перо у нас? Лисюк стартует, 80-й стартовый номер. Дученко ногами 28 секунд на разгоне. Ну это ужас. Первый круг, первых 2 километра и 20 полминуты ногами проигрывает. Ужасный ход. Ужасный ход у Дученко. Просто очень плохо работает украинец с ногами. Перо, почему я не видел? Потому что штрафной круг был у Эрика. И пока идет позади 24 секунды отставания у Эрика Перо. Я не думаю, что он отыграет. Не думаю, что будет сегодня в тройке. Пантелома между тем отработал чисто на первом огневом рубеже. Кстати, чисто отработал Ларейт, но ногами 24 секунды проигрывает Самуэльсону. Пока полностью Ларейт не восстановился после болезни, это точно. Гекамель на отметке 55,9 проигрывает уже 18 секунд. То есть Самуэльсон второй круг быстрее бежал. И придет он 69-м. Ну да. Перо 25 секунд отставания. Ну, в целом, Самуэльсон очень быстро идет по отношению даже к лидерам. Я даже не знаю, кто его тут может подвинуть. Кто может подвинуть? Панцелома, если будет идеально стрелять. Панцелома, если будет идеально стрелять. И, наверное, все, кстати. Филон проигрывает 24 секунды, Перо 25. Ну, Перо круг, но обратно же 25 секунд не отыгрывается по такой погоде у Самуэльсона. Еще надо идеально отстреляться. Дали пока еще неплохо. Посмотрим на втором круге, как Дали будет. Там 12,5 отставания Дали.
пока идет на шестой позиции Дали. Но, в принципе, Дали может, наверное, добавить. Посмотрим, на второй круг отдали. Жаклен, кстати, Жаклен. Жаклен в секундочке. После первого огневого рубежа на 0. Жаклен в секунде. Вот кто может побороться. Но обратно же посмотреть. Жаклен в этом сезоне чисто не стрелял. Почему бы не начать? Вот Жаклен может побороться. Якамель отработал чисто стойку, но все равно после выхода с огневого рубежа 14 секунд отставания, не думаю, что Тамаза отыграет. Более того, я уверен, что он не отыграет у Самуэльсона 14 секунд. Самуэльсон очень хорош сегодня на лыжне. Посмотрим, да, за Жакленом надо выделить. Панселому выделю, посмотрим. Подручный также не самый лучший старт, 18 секунд. На разгоне проигрывает лидерам. Много. 18 секунд за 2 километра это много. Кто бы что ни говорил. Так, уже 86 биатлонистов стартовали. Британец Веб еще стартует из интересных. Австралиец Спарк, наверное. Китаец Сонг есть. Китаец Гу. Кореец Чо. Из таких интересных. Не сказать, что самых биатлонных стран. Посмотрим Жаклена на отметке 5,3. Интересно. Ну, кстати, Наврат 12,3 идет неплохо. Не списываем со счетов немца. Самуэльсон уже финишировал. Параллельно ногами привез 34 секунды. Зобелю 47. Хоферу больше минуты. Наврат 14,7, ну Наврат борется. Панселома 16,2, Жаклен 3,9. Чуть-чуть уступает Жаклен, отметка 5,3. 2 секунды проиграл Самуэльсону. В целом у Самуэльсона очень классная скорость была на первом круге, на втором круге. Первый он так прошел себе. А вот второй круг, третий круг очень быстро. Эрик Перо отработал чисто на втором огневом рубеже, но все равно отставание большое, 28 секунд. И борьба, наверное, только за цветы. Только за цветы. Вряд ли Перо поборется за пьедестал Панселому все-таки не удалось Панселоме отработать 0+0. Штрафной круг у Мартина. Беда стойки Панселомы. Но остается у нас Жаклен Наврат. Дали. Жаклен Наврат Дали. Хотя Дали второй круг уже слабо бежит. 3 секунды проиграл. Да, на отметке много проиграл Дали на втором круге. С отметки 5,3 до отметки 5,9 более 10 секунд. Более 10 секунд. Наврат заходит на второй огневой рубеж. 18,5 отставание Наврата. Пока единственный, кто может побороться с Самуэльсоном, наверное, все-таки Мануэль Жаклен, который также не стрелял в этом сезоне чисто. Посмотрим. Но хорошую скорость Жаклен уже показывал. И Ван Си. Ну, прежде всего Ван Си. Напомню, был третьим Ван Си в пасьюте, в спринте, и в пасьюте был вторым. Заходит Жаклен, отставания нет. Все-таки подстал ногами Жаклен. Зашел с отставанием 9 секунд. То есть за второй круг проиграл 8 секунд. Подручный отработал чисто. После выхода с огневого рубежа 24 секунды отставания. В целом неплохо. Быстро отстрелялся капитан сборной Украины. Напомню, на отметке 2.0 уже было 19 секунд отставания.
Но здесь за счет хорошей быстрой стрельбы отыграл подручный. И посмотрим за Дмитро. Посмотрим за Дмитро на втором круге. Запомнили, 25 секунд отставания пока от Самуэльсона промежуточное. И будем ждать на отметке 5,3. На отметке 5,3. Наврат тут схватил штрафной круг, мимо пьедестала по-любому. В целом Наврата скорость была неплохая. Ждем Жаклена. На входе на огневой рубеж Жаклен 11,7 еще чуть подыграл. Подпроиграл 11 секунд. В целом 10 секунд быстрее Самуэльсон прошел второй круг, нежели Жаклен. Ларейд на финише промежуточный третий, 46 секунд отставания с нулями, напомню. Но Ларейд после болезни. Жаклен быстро начал стрелять, схватил штрафной круг на втором выстреле. К сожалению, может поборется, кстати, за тройку за счет хорошей стрельбы, если быстро пройдет штрафной круг. Но есть штрафной круг у Жаклена. Расторгуюсь пока на финише 21, Манзин пока 25, Киреев пока 27. Лисюк идет 45 секунд отставания Лисюка. Кстати, у Лисюка неплохой второй круг сравнительно. Второй круг у Лисюка неплохой. Старт был не очень, а второй круг неплохо. Чё не скажешь от Дудченко. Дудченко уже минуту и 10 проигрывает. Как первый круг от Дудченко был плохой, так и второй. Дудченко с нулем на промежуточную. Не знаю, попадет ли в пассию Дудченко с таким ходом. Да, больше минуты только ногами уже проигрывает. Отметка 5,3 пройдена. Минута 11. Ужасный ход. Ужасный ход от Дудченко. Жаклен 27 секунд отставания. Жаклен поборется за третье место. Поборется. Пока на третьем месте 3-4 секунды отставания у Фрея. Если упрется Жаклен, если есть силы... Я, конечно, ставлю, что не будет сил, потому что штрафной круг, потому что уже трасса подразбита. Но посмотрим. Посмотрим на отметке 8,7 для начала. Наврат отставание 40 секунд. Подручный ждем на отметке Дмитро на отметке 5,3. Было 25 секунд. Напомню, 24,8. Пока ждем, пока не отметился там. Перо 40 секунд проигрывает. Да, не обойдет Фрея Перо. Но в цветах может и будет. Филон Мае 39,7. Там за 4-ю, 5-ю, 6-ю позицию французы борются. Филон Мае на финише 41 секунда отставания от лидера. Там Перо, Филон Мае и Жаклен. Будет прикольное преследование завтра. Напомню, у нас завтра в 14:30 пассиют женский, в 17:00 мужской. Геокамель, несмотря на штрафной круг, все-таки второй. И подвинуть его никто не сможет. Никто не подвинет, как и Самуэльсон. Как и Самуэльсона. Самуэльсон... А, нет, не поднимется. Самуэльсон пока 4-й в общем зачете, наверное, останется. Потому что Перо будет в 6-ке, не проиграет. Геокамель, конечно же, остается лидером. На втором месте Боттон, но Боттон болеет. Так и далее можно же Фрея обогнать. Я думаю, что нет, уже нет.
Уже я думаю, что нет. Так, 105-й Мухин стартует. Из сборной Казахстана. Молодой Кирилл Байер уже также на трассе. Так, Подручный. Подручный 42,8. То есть проиграл Подручный, было 24,8. Ну, 16 секунд Подручный проиграл. Многовато. Многовато, если честно. Но, с другой стороны, если отработает чисто на стойке, в двадцатку, в принципе, на двадцатку Подручный может рассчитывать. При идеальной стрельбе. 30 лайков. Спасибо, что лайкаете. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на Телеграм. Активничайте в чате. Да, Панцелома 6-й. Далее, не думаю, что далее сможет побороться за шестерку. Пока борется Жаклен. Жаклен, кстати, Жаклен, отставание 36 секунд. Может побороться за тройку Жаклен. Если добавит, должны его там Жаклена гнать. Может побороться с Фреем. Ритмюллера сегодня поздний стартовый номер. Только что немец пришел. На первый для себя огневой рубеж. И начинает мазать. В целом неплохо шел на первом круге Ритмюллер. 10 секунд отставания. Но 2 штрафных круга у Ритмюллера. Подручный начинает также 2 штрафных круга у Подручного, как минимум. Неудачная стрельба с положения строя у Дмитро. И это, наверное, район 40-50 позиции. Подручный плохо отработал. Плохо. Далее только 9-й. Далее сдался на последнем круге. А Жаклен тоже плохо проводит последний круг. Трасса, видно, подразбилась. Вряд ли Панцелому подвинет. Вряд ли Жаклен подвинет Панцелому. Будет 7-м. Подручно промежуточно 50-й идет. Но это промежуточно. Промежуточно только 50-й. А там на последнем круге Подручный подстанет. Попал бы Подручный в пассиют с таким ходом и стрельбой? Тут вопросы. Вопросы по попаданию Подручного в пассиют. Минута 3-4 отставания и 50-я пока позиция. Ну, наверное, попадет все-таки. Там Барковский может подвинуть Барковского, может Дученко. Дученко отработал 0+0. Но 2-12 отставания чистым ходом. Это ужасно. Ужасный ход от Антона Дученко. Ну, кстати, в Анси то же самое было. Отработал чисто, 67-м был, пассиют не отобрался Дученко. Уроженец Сум. Любитель рыбалки и охоты. Стреляет классно Дученко, но хода... Хорошего хода мы пока не видим. Дученко с
прошлого года привлекается в основную сборную. Лучшее место было в пасьюте в Осло в прошлом году. В спринте был 44-м, а в пасьюте был 31-м. Да, пока надо как-то ход. Надо Антону работать над техникой, работать над физухой. Идеальная стрельба — это хорошо, но скорость должна быть хотя бы приемлемая. А скорость у Дученко неприемлемая. Лисюк с 2 штрафными кругами идет быстрее. Обратно же непонятно. Наверное, Дученко все-таки не попадет. Пасьют. Под вопросом, Барковский попадет ли? Под вопросом, Лисюк. Подручный, скорее всего, все-таки попадает. Посмотрим сейчас на отметке 5,3. Пока еще не отметился там. Ой, 5,3, 8,7. Киреев отобрался, да. Манзин 37-й пока, а Киреев 39-й. Кирилл Байер отработал чисто, но слаб ногами казахстанец. 49 секунд отставания, промежуточная 77-я позиция. В целом без больших каких-то интересностей прошел спринт. Даже кого-то в позитивную либо негативную сторону я не могу выделить. Лидеры показали хорошие результаты. Самуэльсон, Гекамель, Фрейфилон, Мое Перо. Ну, Зобель, наверное, выделяется в десятке. Зобеля не было в десятке. Это лучшее время, лучшая позиция в этом сезоне. На IBU он до этого бегал в Бертилиахе, но это IBU. Был со сборной 5-м дважды. Ну да, десятка для Зобеля лучшая позиция этого сезона. Ну и 3-м, да, был позавчера, в 3-м Рупольдинге. Бежал на 3-м огневом рубеже за сборную Германии Зобель. Давид Зобель. Но индивидуальная десятка — это лучшая позиция для Зобеля в этом сезоне. Мухин пришел на первый для себя огневой рубеж. Отставание очень большое, 43,9. Долго готовится к выстрелу, очень долго стреляет Мухин. Еще даже не начал стрелять. Первым же не закрывает, ну да. Это мимо пассивта, Китайцев отработали 1 и 2 и Гу, и Сонг чисто. Сонг идет пока на 87-й позиции, 55 секунд отставания. Гу промежуточно на 81-й, 52 секунды отставания. Отработали чисто китайцы на первом огневом рубеже, но скорости очень слабенькие. Ладно, итальянец 85-й пострелялся классно. Что там натворил итальянец? Брал Хоффер 1+0. Хоффер 0+0. Геокамель 1+0. А где еще один итальянец? Романин, да, Романин. Никола Романин. Кстати, в Рупольдинге, да, он пришел из Кубка IBU. 0+0, минута отставания. Ну да, по сути он точно будет. Даже, возможно, в 30-ке. Не более того.
А кто провалил, кстати, итальянскую... А, Романин-то и провалил. По факту. Потому что не бежал Томаса, а вместо Томаса Романин. На 4-м этапе. Ну как не провалил, там же все быстрые. Штрафных кругов у него там не было. Но проиграл лидером 2 минуту. Там было, да, такая экспериментальный состав сборной Италии. Брал Хоффер, Зайни, Романин. Но в целом итальянцы нарабатывают. Дали пробежать Романину. На всякий случай, чтобы на домашних Олимпийских играх кто-то смог кого-то заменить. Если вдруг там Зенни не будет готов. Я думаю, для этих целей Романина, молодого Никола Романина, и подтянули. Прежде всего, чтобы был дебют. Дебют вообще в IBU был у него в прошлом году. Совсем молодой итальянец. На Севидате даже нету статистики никакой. Да, минута 21 отставания. В целом, наверное, в 30-ку может войти. Ну, в 40-шку. По сути, точно будет завтра. По сути, будет точно завтра. Думаю, что первая десятка уже определена. И, наверное, даже первая двадцатка. Биркенталс классно прошел, да, латыш? 18-я позиция. Из тех, за кем я следил, лучший пока. Строли 23-й. Расторгуев 32-й. Мандин промежуточно 39-й. Киреев 41-й. Васильев, кстати, идет. И Тодев на финиш. Возможно, 2 болгарина отберутся в пассив. Так, оформлено у нас и остатний сезон в большом биатлоне. Да, наверное. Наверное. Хотя, не знаю. Хофера что-то вот со скоростью, да? Раньше Хоферу были проблемы больше с стрельбой, сейчас больше со скоростью. Больше со скоростью проблема. Да, на Лёшке 91%. В этом году по сезону у него средний 86% попаданий. В прошлом году было 80, позапрошлом 81. В 22 году было 78% попадания. То есть для Хофера стрельба в этом году лучшая. А вот скорость чуть-чуть пропала. В целом, я думаю, что итальянцы будут бороться за медали в эстафете. Как и мужская, так и женская сборная. В особенности женская, наверное. Я думаю, что Олимпиада в этом плане будет очень интересна. Там и шведы, и норвежцы, и нельзя... Французы, естественно, нельзя и немцев списывать со счета. Ну вот, наверное, кто-то вот... Да. И плюс итальянцы. Украинская сборная, к сожалению, наверное, не поборется даже за цветы, как бы нам не хотелось болельщикам. Результаты этого сезона показывают, что пока ребята и девушки не готовы. Не готовы. Романин на финише 34-й итальянец. Пасьют сразу за Расторгуевцем. Отличное место для выступления, для дебюта. Для индивидуального дебюта на Кубке мира. Напоминаю, завтра у нас 2 гонки. 14:30 женский пасьют. Думаю, будет классная заруба. Там и Витоци, и Эберг, и Пройс, и 2 Эберг. И Минкинен, и Киркида. Там будет весело. Я думаю, что будет весело. И мужской пасьют.
тоже довольно провалов таких особых не было. Посмотрим Самуэльсона, за Гиакамелин, за Филон Майе, за Панселома, за Перо. Панселома не думаю, что поборется. Вот, скорее всего, буду ждать завтра от французов Жаклена, Перо и Филона Майе врыть в первую тройку. Думаю, что кто-то из них должен будет попасть. Так, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Ваня Биатлон 1. До завтра. Хорошего субботнего вечера вам всем. Пока.